Всем привет, с вами Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ваши выходы из тупика. Что же будет происходить в вашей жизни дальше? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Вот знаете, сразу же хотелось бы сказать, что вот такую жизнь, которую вы прожили, в каком-то смысле слова, я даже врагу не могу пожелать. Потому что это сплошной обман. Знаете, такое ощущение, что вы вот какой-то, может быть, даже длительный период, как будто жили в обмане, купались в этом обмане и не хотели в это верить. С вами была женщина, либо же у кого-то сейчас она есть рядом, да, поскольку это общий расклад. Женщина, которая абсолютно, она не дышит теплом, от нее исходило, либо же сейчас вот у кого исходит, ну, такой тотальный холод, да, вот, то есть вы человек, который очень сильно соскучились за женским теплом, за лаской, за нежностью, и даже вот у кого проиграется, что сейчас вот какие-то отношения у вас, да, вот, ну, нет того тепла. Напишите, ребят, вот реально вы соскучились за женским теплом, вот за женщиной, за такой нежной, теплой, ласковой, да? Вот именно за женственностью. Давайте сделаем, как всегда, наш маленький опрос. Напишите, соскучились вы за этим или нет. Вы человек, который не любит, когда за его спиной какие-то плетутся интриги, сплетни, тайны, а у вас этого хоть отбавляй. Хоть отбавляй, но вы человек, который за свою жизнь настрадались. Вот знаете, почему-то мне хочется сказать, что, наверное, все-таки вот этих вот таких хороших, теплых периодов у вас было не так уже много. Особенно это последнее время, может быть, у кого-то последние месяцы, у кого-то последние годы. Но слишком много вы за свою жизнь переживали, страдали, тосковали. Вот как-то... Даже я не могу сказать, что вы особо были счастливы в личной жизни. Я не беру самое начало отношений, самое начало семьи, да, потому что, ну, как правило, всегда в начале люди показывают, ну, либо же пытаются показать себя с лучшей стороны, да. А вот все скелеты из шкафа, все вот эти гадости и все настоящее лицо вылазит уже потом. Точно так сделала и ваша женщина. Мы не будем сейчас глубоко копать, но вот почему-то мне, знаете, я смотрю на эту сигнификацию, и мне реально становится грустно, ребят. Тотальное одиночество. Знаете, вот здесь собрались очень многие мужчины, которые чувствуют себя одинокими. Это может проиграться, либо же вы на самом деле вот человек-одиночка, да, вы, кто-то принял это решение осознанно, что больше не хотите так жить, да, вот не хотите обмана, не хотите предательства и так далее. Кто-то может быть даже в паре сейчас, вроде бы в отношениях, да, но вы чувствуете себя все равно все тем же одиночкой. Одиночество вдвоем – это самое страшное, что может быть в отношениях. Не один раз у нас уже это выпадало в раскладах, кто меня смотрит. И я вам скажу, что да, вы могли выбрать вот сознательно, да, что вы будете жить один, чтобы больше не терпеть никакого предательства, но тем не менее вам и одному очень плохо. И получается такой замкнутый порочный круг, да. С одной стороны, вы не хотите на те же грабли наступить, а с другой стороны, вам очень и очень тяжело жить и быть вообще одному. У кого-то проиграется, что сейчас, вот знаете, вы проходите, ну, такой вот переходный период, что ли, да, вот особенно кто недавно разошелся. Здесь однозначно, здесь земля ушла из-под ног, здесь потеря любимой женщины. И я вам скажу, ребят, но этот период нужно пережить. Конечно, он обычно бывает сложный, да, потому что еще все свежее, воспоминания, страдания, эмоции. И, конечно же, вы еще не отпустили свою женщину. Поэтому, кто недавно разошелся, да, вот, ребят, у вас, конечно же, проиграется, что вам безумно тяжело вот без своей любимой женщины. Потому что, как бы она вас не обижала, вы все равно еще, ну, не сепарировались от нее, да, вы не смогли ее оторвать, вы не смогли ее до сих пор вырвать из души и сердца. Напишите, вот кто недавно разошелся, да, напишите, проигрывается у вас это или нет, отпустили вы свою женщину или нет.
Я вам скажу, ребят, у вас у многих есть магические способности. Причем это начиная от хорошей интуиции, вы чувствуете людей просто на раз-два. Я вам скажу, что, ну, наверное, чуть ли не все из вас вот уже и благодаря своей интуиции, и благодаря, ну, такому довольно сложному жизненному опыту, вы настолько четко чувствуете вот этих вот пентаклевых королев, да, вот этих женщин, которые продуманные, женщин, которые любят деньги, ну, то есть материально ориентированы. И вы вот, как на этой карте нарисовано, да, вы стараетесь сразу же отправлять лесом куда подальше таких корыстных дамочек. Вы никогда не будете терпеть женщину, которой нужны только ваши деньги, только какая-то выгода, да, вы, ну, это за километр, наверное, чувствуете. Итак, давайте будем смотреть, что же за выход из тупика, да, вот, потому что среди вас есть те, вот, у кого реально вот, ну, земля уходит из-под ног, вы не знаете, куда двигаться, да, вот это тотальное одиночество накрывает, вам, ну, хреново, ребят. Хреново, знаете, это может быть и не обязательно у тех, кто недавно разошелся. Это состояние может длиться у кого-то из вас месяцами, годами, да, может быть, вы уже и 5 лет, и 10 лет назад разошлись, а все равно вот нет той искры, нет того адреналина и нет тех бурь страстей, которые были у вас когда-то, да. Нет особой такой радости в жизни, и я не вижу, чтобы были особо такие поводы, чтобы радоваться. Ну вот как-то грустно и печально, да, вот такая сигнификация почему-то сегодня у нас вышла, но я думаю, что, ну, у многих это проиграется, вот особенно про одиночество. И хочется, и колется, а с другой стороны, что делать, да? Не хочу наступать на грабли, и в то же время мне плохо одному, да? Вот напишите, ребят, давайте немножко вот подискутируем. Может быть, вы кому-то подскажете, да, вот своим комментарием. Вот что делать в таких ситуациях, да? Вот что делать? Тупик. Когда ты боишься, ну, не, опасаешься скорее, да, новых отношений и предательства, а с другой стороны тебе плохо одному. Что делать в таком случае? Вот напишите, ребят, даже вот друг для друга, вы же тоже читаете, я вижу комментарии друг друга, поэтому давайте немножко так пообщаемся, а вдруг кому-то вы поможете. Итак, каким же будет выход из тупика? Что будет происходить в вашей жизни? Тотальная подозрительность. Знаете, вот будет тотальная подозрительность, вот будете настолько сильно в дальнейшем присматриваться к другим людям, вот именно после тех таких вот, знаете, некрасивых историй, связанных с враньем, которые были в вашей жизни. Вот вранье – это то, что вы люто ненавидите. Вранье, лицемерие, вот это двуличие, да, это вы, ну, просто на дух не переносите. Вы будете в дальнейшем очень присматриваться к людям, вообще к новым знакомствам. Это касательно и женщин, и касательно каких-то, может быть, деловых знакомств, да, разные ситуации. Кто-то в друзья может набиваться. У каждого по-своему проиграется. Но вы будете более такой подозрительный, да, более сомневающийся. И я вам скажу, что почему-то мне показывают, что какой-то период вы будете, ну, почему-то, вот знаете, колебаться, сомневаться по поводу вот своих финансов. Потому что у кого-то из вас проиграются еще такие, ну, небольшие финансовые проблемы, но я вам скажу, что они у вас уйдут. У тех из вас, у кого, может быть, там стоит вопрос, поменять работу или нет, да, вот что делать именно в направлении. Может быть, кто-то хочет открыть свое дело, да. Ребят, абсолютно позитивная карта, тем более у нас выпал туз пентаклей, это карта, которая говорит, что это шанс, да, это шанс на вашу новую жизнь, шанс на довольно большие деньги, да, поэтому если хотите кто-то менять работу, какие-то новшества, да, вот что-то связано с работой, с деятельностью, вы можете дерзать спокойно. Может быть, кто-то хочет подработку взять. Очень и очень позитивная карта. Причем вам поможет какой-то человек. Возможно, трудоустроиться, возможно, подработку какую-то предложит. Ну, то есть здесь довольно неплохо будет по финансам. Далее я вам скажу, что среди вас есть те, вот, ну, особенно те, кто сейчас остро переживают вот недавние свои такие ссоры, проблемы, разводы.
Ну, какой-то период, конечно же, вы еще пострадаете, потаскуете, но после этого у вас кардинальные перемены начнутся, причем перемены в лучшую сторону. Вот как-то вы настолько вот увлечетесь зарабатыванием денег, вот вы, кто сейчас особо страдает, вы решите, может быть, даже в одночасье, решите окунуться плотно в деятельность, в работу, в зарабатывание денег, и это будет ваша такая и отдушина с одной стороны. А с другой стороны, вы будете отвлекаться от разных мыслей, от того, чтобы не погрязнуть в своих страданиях. Причем я вам скажу, что в любом случае, ребят, неважно, свежие у вас раны сейчас или нет, но у вас довольно позитивное, светлое будущее идет. Я смотрю, у вас как будто, знаете, вот у всех, ну, по крайней мере, у многих открывается новая такая белая страница вашей жизни. Ну, вот посмотрите, к вам идет любовь, мои хорошие. И это то, что я говорила, вот, да, у вас как будто такой двойной тандем будет. С одной стороны, вы обретете новую любовь, новую женщину повстречаете, да, вот как бы вы ни сомневались, какие бы страхи у вас не были, опасения, да, но все равно ваше сердечко будет трепетать, именно трепетать от новой женщины, от новой любви. Опять же, ваша интуиция вам подскажет, что это ваша женщина, и вы будете на нее полагаться. И в одночасье, вот как будто, да, ну, на одном этапе, понятно, что не в один день это случится, вот как-то у вас реально пойдет по финансам. Вы станете, вот вы у нас Пентакли, вы король выпадаете, да, то есть, кто знает хоть немножко Таро, но это мужчина при деньгах. А особенно я сейчас обращаюсь к тем, кто переживает про свои финансы. У вас все будет потрясающе. У вас налаживается и финансовая жизнь, у вас налаживается личная жизнь. Посмотрите, ну, здесь как бы, здесь конец страданиям, да, вот сейчас кто-то вот именно вот в таком положении, да, страдания из-за любви, кубки у нас это всегда любовь, это эмоции, наши чувства, да, вот они закончатся, и вот светлое будущее, ворота открыты в светлое будущее. Поэтому можете даже не сомневаться, что ваша жизнь наладится. Хотя, конечно же, кто-то из вас, простите, кто-то из вас очень сильно все-таки себя будет грузить, что ли, да? Когда у вас появится новая женщина, вот как-то вы будете все равно себя накручивать какой-то период. Вы будете опасаться, присматриваться, может быть, даже каким-то образом проверять, потому что вы будете чувствовать, что вас очень сильно тянет к новой женщине. Причем с этой женщиной, ребят, у вас, у многих проиграется даже брак. Причем официальный брак может проиграться, если вы захотите того, конечно же, да. Далее еще, знаете, хотелось бы сказать, что в связи с этими переживаниями вашими такими, кто-то из вас, возможно, уже либо стал, либо же вот, ну, станет, да, вот в будущем, ну, таким более верующим человеком. Будете, знаете, вот, может быть, даже тех же заповедей как-то придерживаться, более серьезным, более таким, знаете, ответственным, более скрупулезным. Хотя вы, в принципе, и раньше были ответственны, но это будет вообще, конечно, супер такая ответственность ваша. И смотрите еще, мои хорошие, кто-то из вас однозначно захочет развивать свои такие вот магические, эзотерические способности. Вы вот именно почувствуете такое острое желание, да? Как будто это в одночасье, да, вот вы проснулись утром и решаете, вот все, сегодня я начинаю изучать, там кто-то Таро, кто-то там еще какие-то руны, может быть, другие направления. Вы почувствуете в себе просто внутреннее и потребность, и силу какую-то, и желание заниматься именно вот эзотерикой. У кого-то из вас даже, возможно, есть целительские такие способности, можете даже лечить людей. Вы, в общем-то, можете попробовать, попытаться даже лечить, допустим, ну, там, близких, знакомых, родственников. Даже силой мысли, в общем-то, можно лечить. Можно, если это правильно делать. Я вам скажу, ребят, что вот этот тяжелый этап, который кто-то из вас сейчас проходит, да, это будет своего рода уроком, да, и переосмыслением вашей жизни.
вы после того, что происходит, да, вот вы, конечно же, либо уже вынесли, либо вынесете очень большие такие, ну, знаете, ну, не то чтобы уроки, но работа над ошибками 100% проведена многими из вас. А многие понимают, где вы переборщили, да, вот вы поймете свои ошибки. Но ошибки не в том, я имею в виду, не в том плане, что вы такой плохой, там накосячили, нет. Вы поймете, вот переосмыслите, да, вот за это время, где вы переборщили со своей заботой раньше, где вы переборщили там со своими какими-то другими проявлениями, такой самоотдачи, где вы растворялись в отношениях. И теперь вот в новые отношения вы пойдете уже с новыми силами, с новыми ощущениями, и причем через какое-то время вы себя почувствуете намного сильнее, даже внутренне. Вы почувствуете себя и сильнее, и мудрее, и как-то, знаете, будет ощущение, как будто вы, может быть, на 10 лет повзрослели. Настолько вот перевернет ваше вот это расставание, вашу жизнь. У кого-то, возможно, это уже произошло, да. Кто-то может сказать даже, что постарел, да, вот постарел именно из-за переживаний. Но то, что вы набрались опыта и знаний, да, переосмысления, это 100%. Поэтому, ребята, вы станете мудрее, сильнее, ну и, конечно же, счастливее. Счастливее и в личной жизни, ну и в финансах. Поэтому не вешать нос, все будет хорошо. И, ребят, вот те, особенно кто сейчас переживает острую фазу после расставания, я вам скажу, что через это проходили миллионы. Я понимаю, что это не утешение, это всего лишь слова, но тем не менее. Это проходили очень-очень многие. Миллионам людей было больно, и миллионы людей с этим справились, да, с этой болью, с этой трагедией, да, вот, потому что развод – это действительно трагедия, и развод стоит на втором месте после смерти, то есть развод – это как маленькая смерть. Поэтому, ребят, не отчаивайтесь, у вас все получится. У многих, у миллионов людей получилось с этим справиться. Ну, конечно же, у вас получится. И судя по раскладу, у вас будет все потрясающе во всех сферах жизни. Главное, не отчаивайтесь. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!